Всем привет! Вы на канале про трейдинг и инвестиции, и в этом видео топ-5 криптовалют, которые сегодня пампят. Но сейчас я рассмотрю только топ-3, которые пампятся больше всех. Итак, приступим. Это GXS. Сегодня ее рост составил 469%. Это вообще вау! И мы можем посмотреть, рост начался в 14.15, по МСК это 15.15, каждую минуту было 20%, 40%, потом немного коррекция вообще небольшая и постоянный рост 27%, 19%, 53%, 35% и 20% почти процентов. Последнее было вот час назад. И сейчас идет коррекция. Что можем сказать про эту криптовалюту? Ее максимальная цена была 3.55, это сейчас. И если мы проведем линию сопротивления по вот этим прошлым максимумам, то мы все равно можем увидеть, это где-то вот тут вот должна была быть эта линия сопротивления, но она очень сильно ее пробила. И сейчас уже пошла под эту цифру, то есть 2.38. Сейчас остановилась цена. Коррекция может быть небольшой, может быть большой, надо смотреть по Фибоначчи. Давайте зайдем теперь в TradingView в приложение и посмотрим. Когда мы набираем в поиске эту криптовалюту, мы видим, что она только существует на Binance, то есть вот такой огромный рост из-за анонса листинга на другой криптобирже. Теперь давайте посмотрим, какая может быть коррекция. Если мы смотрим на недельном таймфрейме, мы можем нарисовать линию, как я уже говорила, сопротивления. Она ее пробила, но сейчас цена опустилась ниже. И если мы посмотрим линию поддержки, которая вот формировалась практически целый год, то мы можем увидеть, что ее значения были вот даже пару дней назад 0.55. И если мы оценим прошлый памп, который был у нас в мае, то мы видите, практически 100% коррекция после пампа. И вот очень показательно следующая неделя после максимальных значений, видите, полная красная свеча падения, минус 50%. Помимо того, что тут доджи сформировалась огромная. Вот, поэтому будьте очень аккуратны с входом, конечно, в эту крипту теперь, кто не держал ее раньше. Потому что сейчас уже вот началась коррекция, можем только анализировать, докуда может дойти эта коррекция, если это, конечно, не будет там 90%. Выбираем коррекцию по Фибоначчи и смотрим. Сейчас коррекция уже прошла 38,2 значение, пошла ниже. Следующее значение 50% будет в 2.09. Вы видите 2.09. И следующее значение может быть 1.74. Ну и, конечно, минимальное это 1.25, куда может дойти цена. Я надеюсь, вы учтете эту информацию, и только после признаков продолжения роста вы зайдете в эту крипту, если прям так сильно хочется. Но обычно, если ее залистят на другой бирже, пойдет слив. То есть мы с вами определили линии, до куда может упасть цена, если уже пошла значительная коррекция. Если же у нее большой еще потенциал у этой криптовалюты, то коррекция вот сейчас завершится, может на 50% завершиться и пойдет опять рост. Вот, но если вы вдруг вошли на хаях, ставьте где-то в уровнях коррекции, да, ставьте стопы, потому что
реально она может спуститься до самого низа, до меньше единицы. Так, следующая у нас криптовалюта. Следующая, которая пампится, это NUS. Я раньше очень долго торговала на этой криптовалюте, она мне очень нравилась, но в последнее время я про нее забыла, потому что чаще торгую на фьючерсах, а она есть только на споте пока что. Во время листинга ее цена была изначально на максимуме $3. Потом ее как-то пропампили до $2 12 апреля. Это недельный таймфрейм. И сейчас вот такая огромная свеча на 251%. Уже был максимум 1,83. Но как вы видите, есть куда еще расти до $3. И опять же повторюсь, после листинга она упала, и ее цена была 0,38. После пампа она упала на 100% практически, то есть она стартовала с цифры 0,25, например, и потом упала до 0,32. С двух единиц, с $2 за один токен, это очень много. Это вы могли слить, в принципе, очень большую часть своего депозита. Поэтому будьте аккуратны. Хотя, если смотреть, что это недельный таймфрейм, и прошлые пампы, видите, он пампился там несколько недель подряд. Тут такая же ситуация. Пампилась крипта несколько недель подряд. И если это только первая неделя, есть шанс, что еще пару недель будет длиться памп. Тем более очень большие пошли объемы покупок. Давайте зайдем на TradingView. Итак, у нас она есть на 3 биржах, но мы заходим на Binance, на часовой таймфрейм, видим, что она пампилась вот 2 часа, потом небольшая коррекция и потом большой памп вот час назад. И сейчас у нас формируется доджи, и уже конец часа. То есть если это будет такая доджи мощная, то может уже пойти вниз цена. Давайте посмотрим опять же на уровне Фибоначчи, какая может быть коррекция от этой цифры. То есть уже 50%, да, коррекция 1,16. И 62% это 1. Стоимость $1 за одну монету. И сейчас давайте посмотрим по второй свече. Опять же 50% мы уже прошли. И 1,08 получается следующий уровень. До куда она в принципе и дошла. Дотронулась до этого уровня вот ровно. Обычно, когда так сильно уже идет явно коррекция, то дальнейшего большого роста этой крипты в ближайшее время ждать не стоит. Поэтому тоже очень аккуратно с этой криптовалютой. Если вот коррекция была первая, там буквально пару процентов, то потом пошел еще один рост, вторая волна. Обычно 3 волны. Ну, посмотрим, как будет тут. Сейчас волатильность каждую минуту по 5%, по 4-5%. Будьте аккуратны. Итак, следующая криптовалюта, которая у нас тоже в лидерах, это VRX. VRX вообще просто прекрасная крипта. Она всегда пампится зимой, уже не первый год. Когда ее залистили на Binance в феврале 2020 года, то первый памп, вот такой он тут кажется маленьким, до 0,22. А это было 270%. Потом она упала через неделю на 99,5%. Учтите. По чуть-чуть подрастала.
И была даже 0,06. То есть если тут был памп 0,22, то почти год она держалась 0,06. И потом, через год, опять же зимой, в феврале, начала пампиться по 100% в неделю. И вот огромный памп был в неделю в конце марта, это конец первого квартала, на 1300% за неделю. И потом, посмотрите, также была несколько недель протяженная такая коррекция, практически к тому мы и пришли, с чего начали, до 0,67. Вот, и теперь опять начинается какой-то памп, 59%, относительно вот этого всего времени. Это довольно такая большая свеча, и возможно она приведет к какому-то из пампов. Еще есть куда ей расти, но опять же будьте очень аккуратны, возможно это вот единственная будет неделя, вот эта, которая даст заработать. Ну и если она и будет падать вот сейчас, да, то только до 1,2, скорее всего, вот, а вырасти может до 6. Вот я в какую-то сумму куплю этих монет и буду просто подержу недельку до Нового года, допустим. А может быть и до конца первого квартала следующего года. Но опять же, не заходите на весь депозит, вы должны соотносить риски и прибыль аккуратно. Так, следующая у нас тут идет алпака, прорывается через нисходящий канал. Может быть, но опять же рост был 1,78, а у нее сейчас 0,8, всего лишь в 2 раза. ЛСК вверх идет все время. Ну и остальные не так сильно сейчас растут. Вот. Вот такая вот информация. Я думаю, что вы будете аккуратны. И всем спасибо за просмотр. Всем удачной торговли. Пока-пока.